Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Париже собрала внушительное количество звездных гостей, желающих не упустить возможность первыми познакомиться с очередным необычным, неожиданным, фантазийным произведением марки Loewe – коллекции «Весна-лето 2025». Хотя творчество креативного директора дома «Модная публика» не всегда воспринимают с восторгом, ругая модельера за то, что он делает вирусные вещи для соцсетей, а не занимается настоящей модой. Но есть и немало фанатов бренда, нарекающих Джонатана Андерсона самым гениальным дизайнером современности. Как бы там ни было, дизайнер неоднозначно интересный, и его произведения всегда оказываются в числе наиболее обсуждаемых на Парижской неделе. Ведь далеко не у каждого получается так талантливо и искусно работать с формами и материалами, создавая уникальную одежду из каких-то нереальных вещей. Настоящая магия началась уже с приглашения на показ. Каждый из гостей получил в подарок кольцо с гравировкой Loewe 1846. Данные цифры напомнили всем о дате основания испанского дома моды, который ведет свою долгую историю от кооператива ремесленников-кожевников до именитого бренда. На вопрос «почему кольцо?» дизайнер дал краткий ответ. «Мне хотелось чего-то простого и круглого. Кольцо круглое. А еще это памятный знак любви и преданности Loewe». Что касается непосредственно самой коллекции, в этом сезоне Джонатан Андерсон, с его слов, отправляется на поиски гармонии, которую можно найти только в тишине, отсекая любой лишний шум. В основе модных образов теперь радикальное упрощение. Но все, кто знаком с творчеством дизайнера, не очень-то поверили в эту внешнюю простоту, которая, ой, как бывает, обманчива. Чтобы соответствовать обозначенной теме, модное действо организовали в белоснежном пространстве, похожем на коробку, а зрителей рассадили на обычных скамейках-ступенях. Абсолютно никаких декораций, только в центре подиума узкий шест длиной около 4 метров с маленькой бронзовой птичкой наверху. Это скульптурное произведение мультимедийной художницы Трейси Эмин, напоминающее о свободном полете. О воздушности, легкости, непосредственности говорят и образы новой линейки, с которых стартовало шоу. При просмотре видеоряда, друзья, вы наверняка не оставили без внимания тонкие шифоновые платья с цветочным узором. Из необычного – проволочный каркас, создающий впечатление, будто юбки надуваются порывами ветра. Да, Джонатан Андерсон еще тот мастер иллюзий. Только не будем сравнивать эти вещи с нарядами прошлой эпохи с корсетами и кринолином. Модели шагают по сцене свободно, без всякой зажатости, держа руки в карманах. Идею жесткой основы дизайнер повторил и в других аутфитах коллекции. Форму цветка колокольчика мы наблюдаем не только в юбках и платьях, но и в жакетах, пальто, коротких кожаных куртках-косухах, где последние носили в паре с широкими объемными брюками. Их отличительная особенность – виртуозная драпировка, за счет которой плотная кожа смотрится как мягкая струящаяся ткань. Причем складки закреплены биркой с названием бренда, а обычно такая расположена с изнаночной стороны одежды. Следующий акцентный тренд в гардеробе Loewe – блестящие мини, точнее, я бы даже сказала, микроплатья А-силуэта, полностью сшитые из пайеток. Но более уникальным решением я назову короткие перламутровые пальто из ракушек. Для их создания мастера бренда каждую ракушку разделили на две части, отполировали и соединили с соседней вручную в единый пазл. Не менее кропотливая работа потребовалась при создании сетчатого, словно из тонкой паутины топа, или одежды, где ткань тоже вручную надрывалась и надрезалась. Однако наибольший интерес у модной публики вызвали футболки, свитшоты с напечатанным изображением мотогонщика, портрета одного из знаменитых композиторов Моцарта, Шопена, Баха, либо картины Ван Гога, Мане, будь то всем известные подсолнухи, ирисы или солдат. Эти вещи шили из настоящих перьев, а принт на подобной фактуре производил эффект потрескавшейся поверхности старинных полотен. В модных образах сегодня Джонатан Андерсон все внимание уделяет чистоте линий, плавных и резких, кривых и четких одновременно. При этом скульптурные силуэты нынче сопровождает довольно массивная обувь. Туфли-лоферы, топсайдеры, а Оксфорды с достаточно удлиненными носами и высокие кроссовки. Более подробный обзор модели с разбором обувных трендов, а также какие в моде нынче сумки, мы с вами, друзья, обязательно поговорим в отдельном выпуске. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал и активировать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Приятного вам просмотра
И пусть каждый ваш день будет наполнен красотой, добром, позитивом и теплым, солнечным настроением.